Рассказывайте. Да, вот у меня после сеанса моего, в общем-то, 3 недели, может быть, я жила счастливой жизнью. Потом у меня перевернулась жизнь с ног на голову. И, в общем, бесконечные атаки, я так думаю, что это колдовские вот эти атаки. И даже дошло до того, что сижу, вот рассказываю ситуацию, сижу в кафе, общаюсь, вдруг чувствую энергетический удар в голову с дикой болью. Тут же вот просто на глазах в течение 5 минут я теряю речь, я не могу говорить, одно мычание идет. Потом, значит, я не понимаю, где я нахожусь. Я не понимаю, с кем я общаюсь. Я смотрю на кошелек, который лежит на столе, я не знаю назначения этого кошелька. Я не понимаю, что это. И, в общем-то, я забыла дорогу домой, когда ехать. Но это был, вообще, это второй раз уже, но первый раз был раньше, до сеанса. А это вот после сеанса. Я не знаю, с чем это связано, почему это, и кто так воздействует. И, в общем, с трудом я доехала домой, довезли меня. Я пришла и опять легла и уснула. Потому что я уже знаю, что мне так однажды помогли, я не знаю, высшие силы, кто. И, в общем-то, через час я проснулась, я начала разговаривать, я понимала уже все. Я, стала опять нормальным человеком. В течение месяца, вот каждую неделю у меня с периодичностью, раз в неделю повторяются эти атаки. Они носят разный характер. Вот так я думаю, что вот атака была 7 марта на нас с дочерью. Вот она тут присутствует, и я хотела бы, чтобы тоже ее хоть быстренько одним глазом посмотрели. Вдруг у нас такая агрессия вдвоем. Она на меня, я на нее, и, в общем-то, я вижу, что я-то пришла быстро, потому что быстренько стала приводить себя в порядок естественным путем, каким нас научили вы. А я смотрю, у нее агрессия, злоба и в глазах ненависть ко мне, когда у нас были прекрасные отношения. Вдруг ненависть я увидела, как она выглядит. Как и дочь зовут? Это дочь. Это Имя? Имя Юлия. Хорошо. И главное, собака, начало трясти собаку. Вот как будто бы она в трясучке, в такой лихорадка. Тоже это вот все было в один день. И я просто вот смотрю на свою дочь, и я ее не узнаю. Это не моя дочь, и я не знаю, с чем это связано. Тоже не могу понять. Либо это атаки пошли после... Я не хочу никого называть. Мы это посмотрим, да. Вы это посмотрите. Второй вопрос. Значит, вот проснулась я однажды ночью, но я уже просила своего ангела, чтобы мне помог, потому что я уже устала от этих атак. И вдруг я просыпаюсь от слов. А теперь я. Я думаю, может быть, мне было сказано, а теперь моя очередь ударить этих колдунов. Не знаю. Я так долго задумывалась, что же это 3 слова. А теперь я. Ну вот это вот. Ну и, в общем-то, кажется, все. Хорошо. Кажется, все. Ну вот после сеанса у дочери, в общем-то, Здравствуйте, у меня в конце был января сеанс. Я проходила и осмотрели моих 2 детей. Данил сейчас уже 9 лет и Томас 6 лет. Я бы тоже хотела бы узнать, все ли мы почистили, и все ли у нас получилось, и если что-то не получилось. Посмотреть. Да, посмотреть. Но дело в том, что вот этот старший Даниил, которому было 8, а сейчас 9, вот ему 7 марта исполнилось 9, он хуже стал себя вести. Вика, вы тогда... Да, я помню. Рекомендовали собаку. Года, да?
рекомендовали собаку купить, чтобы он, в общем-то, ну вот он, купили собаку. Ну, не собаку, животное, домашнее. Да, но это собака. Не, ну, одно из. И вот он и вроде любит эту собаку, и в то же время он делает ей больно, музыку под ухо, и таскает ее. То есть, ну, немножко жестоко относится к собаке. Пока вот и немножко он все-таки хуже стал. Я Как так вот. собаку зовут? Собаку Мия. Мия. Ну, Томас. Мгм. Хорошо. Ну вот это такой вот ускоренный вариант, посмотреть то, что наболело. Так, Вика, мы посмотрим, и Юлю тоже. Наверное, не слышит сейчас. Вика, А? мы посмотрим Юлю тоже. Ну, если коротко посмотрим, потому что мы не успеем сегодня проработать, мы посмотрим, но как-то потом договоримся, потому что у меня только полчаса есть. Мгм, я понял. Хорошо. Отключите, пожалуйста, микрофон. Вот это, да? Ага. Все, отлично. Так, Вика, ты готова? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Что ты видишь? Я в нашем рабочем пространстве. Мгм. Так, хорошо. Давай на счет 3 ты найдешь эфирное тело Миланы в эфирном пространстве. 1, 2, 3. Я сначала, вот как обычно, вот в последнее время, вижу, это статичная конструкция, а человек как будто бы вынут оттуда. То есть стирается информация о человеке. Идет генетическое разрушение, воздействие на эфирное ДНК. Идет воздействие на память. Мгм. Классический вариант, как в последнее время, рука привязана к энергии в секторе подписания контрактов. Такая вот энергия идет. Мгм. Вот эти бомбочки к левой ноге. Воздействие на голову. Эти бомбочки к левой ноге и вот эта стрела ледяная с сектора колдовства и эгрегоров. Мгм. В сердечную чакру идет воздействие из сектора духов. Мгм. Она пытается вырваться. То есть вот такие движения, как будто бы ее держат, и она пытается вырваться. Считывается сопротивление, особенно в области 6-7 чакры. Она сопротивляется. Мгм. Ну, я считываю ее ДНК, это Милана. Мгм. Спроси у нее, дает ли она разрешение на работу с ней и для нее. Да. Отлично. Так, с чего лучше начать, как ты видишь? Я думаю, что начать нужно с расторжения контракта. Мгм.
То есть контракт был заключен во время заказа сеанса. Я говорю Милане, что она может расторгнуть этот контракт, отменить присутствие Елены в своем пространстве во время сеанса. Также я говорю Милане, что она может приказать забрать все воздействия, все энергии, подключки. Пусть забирает это себе, отдает своим господам, что хочет, пусть делает. Мгм. Так, я говорю Милане. Вот Милана вытаскивает руку, вот как будто бы из какого-то кольца. К этому Мгм. кольцу была одета эта энергия. Она начинает уходить. Я говорю Милане, чтобы она зашла именно в тот момент, когда она на эфирном плане был. Это даже не подписание контракта, это обман и ложь, подлая ложь, потому что это фактически жертвоприношение. Вот это кольцо, это символ жертвоприношения. То есть эта особа, Мгм. подписав контракт с темным миром, как будто бы приносит своих людей в жертву. Потому что на самом деле люди шли, я говорю Милане, что она может это условие поставить. Это закон, они не имеют права вторгаться в ее пространство. Пусть она прикажет им всем забрать все воздействия техномагические, технократические, со стороны духа. Она это не заказывала, это ей не принадлежит. Мгм. Она расторгает контракт, отдает в руки. Эта дама разворачивается, уходит в нижний портал и тянет за собой эти подключки все. Она тащит их своими руками. Закрылся портал, осталось воздействие от духа и вот от этой стрелы. Мгм. Хочет она убрать? Да. Я говорю Милане, чтобы она приказала этим сущностям, которые там находятся, в этом портале, в этом эгрегоре, немедленно убрать все свои воздействия. Я говорю, что она может собрать энергию с этого эгрегора. Пусть забирает. Пусть отдаст в очистительную систему, пусть Вселенная эту энергию, которую она отдала сюда. Да, Милана сама может с ней справиться. Эту энергию свою, это же ее энергия, может закодировать, чтобы это ее энергия, которая, то есть снять с этой энергии своей этот генетический код вместе с этим антивирусом, потому что если чьи-то чужеродные энергии присутствуют в энергосфере человека, человек вырабатывает к ним иммунитет. И Мгм. пусть она заразит этот эгрегор своим иммунитетом. Пусть этот эгрегор саморазрушается. Пусть эти энергии разрушают до основания этот эгрегор. На Она счет 3 даст. это произойдет. 1, 2, 3. Да, она это сделала, просто запечатала туда этот код, генетический код, как бомба. Мгм. Свою энергию она, ну, как бы почистила, вот обтрусила. Я говорю, чтобы она ее может просканировать, забрать все, что ей принадлежит, а что чужеродное, пусть отправляет туда, откуда пришло. Сейчас она резко поднялась вверх, а это все рассыпается, как пепел. Сейчас я говорю, что видит ли она эту стрелу, которая идет. Она видит ее. Я говорю, что эта стрела направлена на то, пусть она посмотрит, что эта стрела делает в ее пространстве. Она ухудшает структуру энергии, она их
буквально как будто бы превращает в лед. Мгм. То есть антиструктурирует, то есть идет структуризация энергии как по плану, по виду этих нижних миров. Я Мгм. говорю Милане, что это ее пространство, и никто не имеет права вторгаться в него. И сейчас она может вернуться в тот прекрасный мир, отыскать себя в то время, когда в нашей Вселенной не было зла, до прихода врага. Пусть она себя найдет в том моменте и мне покажет, как она себя чувствовала, где она была. Мгм. На счет 3 она тебе покажет. 1, 2, 3. Она мне показывает, что она была как ангел в каком-то духовном пространстве. И вот эти такие красивые кучерявые энергии, то есть энергии в ней такие же были, как и у нашей чистой Вселенной, саморождающие энергии. Я говорю, что пусть она посмотрит, и пусть она найдет в своем эфирном и физическом теле те механизмы, которые бы могли разбудить эту ее память и достать эту энергию, чтобы она ее вспомнила. Она делает вот так. О, нашла. А сейчас я говорю Милане, чтобы она наполнила все свое сердце и все свои энергетические тела этой же живородящей энергией добра, процветания, света, энергией, которая разрушает зло, работает как энергия эфирная, чистая, чистейше чистого. И пусть она этой своей энергией выталкивает все то, что ей не принадлежит. Я вижу, как она выталкивает вот эту штуку из головы. Это похоже, как будто бы мозг еще один. И проросли туда такие глубокие корни. Она это все выталкивает. Я говорю, чтобы она выталкивала, распространялась свет по всем своим эфирным телам и одновременно заживляла все эти изъяны, восстанавливала целостность своих энергоструктур. Получается? Сейчас, да, получается, вот эта игла вот так вот как бы растворилась, вот такой кусок, острие как раз растворилось. Мгм. И я говорю, чтобы она прочитала код этой энергии, скопировала код этой энергии. Ей нечего бояться. Это энергия, которая проникла в ее пространство, ей принадлежит. Она Да. скопировала, вот такую копию сделала. А сейчас я говорю, чтобы она сделала копию той энергии первозданной чистоты нашей чистой Вселенной. Она сделала копию, белую копию. Получилась белая и черная копии. А сейчас я говорю, чтобы она это смешала. Потому что белая чистая энергия имеет возможность, и это ее характеристика основная, распространяться везде и все перестраивать под свой пин-код, очищать все пространство вокруг. Сейчас я говорю, чтобы она сделала эту информацию, этот антивирус общедоступным, показала Вселенной этого врага, показала Вселенной этот антивирус и оставила информацию в информационном поле Вселенной. Мгм. А сейчас я говорю, чтобы она приложила этот антивирус к этой игле, а также к этой подключке, которая идет из сектора духов. И в этот колдовской эгрегор тоже пусть разложит по всем подключкам и по всем программам этот антивирус. Пусть наполняет все свое пространство, и как только Тарас скажет, взрывообразной волной отправит эти все воздействия, все энергии по системе подключек вместе с этими
программами антивирусными, пусть они уходят туда, откуда пришли, до самого основания и разрушают. Пусть все программы, все магические воздействия, все человеческие структуры власти и воздействий, а также нечеловеческие, и пусть уходят туда в глубину, откуда пришли, и разрушают зло в его основании. Готова она это сделать? Да, она готовится. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3, и она это все сделает. 1, 2, 3. Получилось? Вот, получается, игла уходит, игла начинает расцветать, а вот эти поломанные формы разрушаются. Дух обернулся и бежит. Колдовской эгрегор тоже начинает сворачиваться. Вот это воздействие на голову, оно, как всегда, вот плохо уходит. Я говорю Милане, что это ее пространство. Никто не имеет права здесь задерживаться. Пусть она так шандарахнет по этим энергиям, испепелит их в самой их основе и восстановит целостность всех своих структур, работу 6-й, 7-й чакры, а также всех систем на физическом плане. Я говорю, чтобы она готовилась создать атомный взрыв для этих энергий. Пусть они разлетятся вдребезги, и эти их остатки пусть заражаются антивирусом, и пусть наша Вселенная освобождается. Я вижу, что это произошло, и вот разорвало эту подключка, отдельно полетела туда, в сектор колдовства и эгрегоров, а вот это такое, как будто бы чужеродный мозг, он полетел в сектор интерферентов. Я говорю, чтобы она догоняла этими антивирусными программами, пусть уходит все в эти порталы с этими бомбочками, с подарочками. Да, она это сделала. Сейчас я говорю, пусть она закроет все эти порталы, а все это пространство, что ей принадлежит с этим временем, где это все происходило, пусть она закроет, сожмет шарик вместе с антивирусными программами и выбросит портал. Пусть и портал тут тоже очищается. А сейчас нужно посмотреть, вот что-то с мозгом творится. Что там такое? Давай на счет 3 ты увидишь, что творится с мозгом. 1, 2, 3. Там такое впечатление, что кто-то ест мозг. Кто? Это какая-то как бы программа, которая на физическом плане работает, как какое-то воздействие. Я говорю Милане, чтобы она восстановила целостность своих структур, что у нее есть энергия ее первозданной чистоты, которой она была когда-то. Пусть она распространит эту энергию по 6-й чакре, и пусть перетрансформирует все те энергии негативные, которые не соответствуют энергиям чистой священной Вселенной. Пусть эти энергии чистой Вселенной заполнят все пространства ее внутреннего тела, физического, эфирного и восстановит. Я говорю, чтобы она шла генокод этой энергии чистой и сравнила с генокодом ее теперешней, сегодня, чтобы она нашла все изъяны в своем генокоде и исправила. Пусть она запустит процесс исправления генетических ошибок в своем генетическом коде. Давай на счет 3 она это сделает,
и ты окажешься в том моменте, когда это уже будет сделано. 1, 2, 3. Да, я вижу, что у нее получилось. Она почистила свою 6-ю чакру, 7-ю чакру. Мгм. Сейчас я смотрю на ее палец левой ноги, и он черный. Почему? Ну, мне приходит, что это и сущности, которые ворвались в наш мир, и которым были открыты двери, так называемые, портал. Они очень голодные, им не хватает энергии, и они буквально нападают, как голодные звери. Мгм. Я говорю, что Милана уже знает, что делать. Я Да, пусть она сама это спрашиваю, делает. знает ли она, почему я должна говорить, это ее пальчик, пусть она его спасает. Да, вот. Сделала бомбочку просто в этом пальчике. И вот Отлично. эта чернота вся вышла, и как шандарахнула туда в портал. Я говорю, чтобы она вылила туда в этот портал, она может сделать целую цистерну, 500 литров или 500 тысяч литров антивирусной жидкости. И залить туда этой жидкости антивирусной в этот котел, в этот портал колдовской. Мгм. Пусть все напиваются. Давай. Светлые осветятся, а темные сгинут. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Да, там аж булькает все. Она закрыла портал, завязала вместе с этими подарочками, и оно туда пошло. Сейчас она поднимается вверх. Что-то еще ей мешает? Да, еще мешает ей какой-то вот этот прозрачный шлейф, который тянется. Сейчас я считаю, что это такое. Считай. Вероятно, Милана, интересно, брала участие в каких-то... Вижу какой-то вот кружок. Кто-то Медитация сидит, как будто бы медитация какая-то. говорит, что нет. А я слышу, да. Может, видео смотрела? Не знаю. Четко вижу, сидит кто-то, вот такой вот кружок кого-то. Сейчас я посмотрю, кто это. А в середине какая-то булька такая черная. Оно все как будто бы такое впечатление, вот как такую дымку пускают на на концертах, что дым как будто бы стелится. Мгм. Вот это такой дым, который все закрывает, и в этом дыму какие-то фигурки сидят. Они сидят вот так вот в круг, а посередине так кто-то вот такой маленький, но такой, там вот центр есть внутри. Давай на счет 3 ты считаешь, кто в центре. 1, 2, 3. Ну, мне приходит, что это эгрегор, то есть подключка к эгрегору. Известные нам персоны? Ну, получается так. То есть создала эгрегор. Мгм. Спроси у Миланы, хочет она от него избавиться? Да, она вот произошел момент осознания, она посмотрела, и как только она это поняла и осознала, и оно сразу так вот раз и отвалился он. Отвалился и утягивается туда вниз. Я говорю, что она тоже может туда положить бомбочку, потому что светлые должны осветиться и выйти, осознать, где они находятся. А тот, кто не хочет, то его дело, как хочет. Она ложит сюда эту антивирусную программу.
Мгм. завязывает и отправляет вниз. И я говорю, чтобы она восстановила целостность всех своих структур, эфирных, физического тела. Вот, пусть этот эгрегор уходит, пусть она его долбанет чем-нибудь. Что он тут крутится снова? Мгм. Пусть долбанет. Она Дол- выливает вот эту жидкость антивирусную, и он начинает орать, корчиться и убегать. Не Я нравится? говорю, не нравится. Я говорю, и закрывать портал. Сейчас Милана оторвалась отсюда и выходит. Я говорю, чтобы она выходила в более высокие пространства, туда, где этих энергий нет. Она должна отсоединиться от всех этих энергий, что присутствовали раньше в ее пространстве. Вот, молодец. А сейчас я говорю, чтобы она попросила свое подсознание найти все те ограничивающие установки, программы, энергии, проблемы на физическом плане. То есть все то, что мешает ей пробуждению ее генетической памяти о том прекрасном мире, где она жила, где она была, и о тех энергиях, которые ее наполняли. Пусть она все эти блоки уберет, Мгм. и пусть она пробудит свое подсознание, пусть она пробудит свою генетическую память, чтобы началось ее возрождение. Пусть она наполняется этими энергиями, которые были присущи ей до начала прихода зла в наш мир, в наш светлый мир. Пусть она эти фрактальные чистые энергии распространит по всем своим эфирным телам. Она это делает. Пусть уберет все блоки и программы, которые мешают ей быть процветающей, здоровой, красивой, созидающей. Мгм. Я вижу, как раскрываются эти черные коробочки, и вот какая-то масса собиралась, и раз отпала, и уходит в сектор интерферентов. Я говорю, чтобы она этим энергиям тоже сделала антивирусную программу и тоже отправила подарочек в портал и закрыла портал. Мгм. Вот, произошло. Посмотри на Милану теперь. Мешает ли ей еще что-то? Но мне приходит, что много чего мешает. Это уже как бы под ключик нет, но есть внутренние блоки, есть несовершенство нашего тела. Но это все подчиняется воле человека. Мгм. То Это она есть, сама сможет сделать, да? да, этот процесс запущен. Этот процесс запущен, и до тех пор, пока она будет желать, чтобы эти процессы происходили, напоминать себе, вот, это будет происходить. Мгм. Хорошо, Вика. Давай теперь спроси у Миланы, хочет ли она позвать свою дочку Юлию, э, внуков и собаку. И Да, передать им информацию о своем освобождении. она им передает свою информацию, и на самом деле это и есть эта антивирусная программа. Пусть она им передаст. Она им передает. Мгм. Берут? Берут. Что-то с собачкой не то. Она какая-то под воздействием идет. Мгм. Я сейчас говорю с собачкой, что она тоже может сделать то же самое. Она очищается. Я говорю, что она тоже может отдать эту энергию антивирусную в тот портал колдовской. Пусть уходит. С нее Мгм. как будто бы шкурка какая-то колючая содралась и Мгм. ушла туда, в нижний портал. Так, собачка освободилась.
Дальше. Дочка Юлия. Посмотри на нее. Да, она стоит по очереди. А вот ее не видно. Нужно работать с мамой. Она в энергосфере матери, и детки не хотят работать без мамы. Вика, найди в эфирном пространстве эфирное тело Юлии. 1, Так, 2, 3. м. Да, я вижу, что она точно так же рука, только положение как бы хуже чуть-чуть. Она как будто бы вот так вот подвешена, вот так вот. Правая рука в секторе подписания контракта, левая в секторе колдовства. Вот здесь, в секторе программ. То есть программирование очень сильно идет. Угу. Хорошо, Вика. Спроси у Миланы, хочет ли она дать ей информацию о своем освобождении. Да, Пусть она передаст. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. да, она передает. Она ей передает такой информационный сгусток, и он похож на эти фрактальный такой шарик с цветами. Вот интересно посмотреть, как оно будет работать. Угу. Я вижу, что она ей через голову передала вот так как-то. И оно пошло через 7-ю чакру, эта информация. И когда дошло до сердечной чакры, произошел какой-то щелчок, и отвалилась подключка к этому духу. И по этой подключке пошла вот такая, как веточка цветущая. То есть структурируется пространство. Потом вот я смотрю, ее рука, она вот такая какая-то черная. Я говорю, чтобы Юля расторгла контракт, чтобы она вынула из своего эфирного пространства эту даму. У нее сеанс был, но без энергии этой дамы. Пусть она отдаст этот расторгнутый контракт этой даме, пусть она его забирает и убирается. А также я говорю, что Юлия может приказать ей забрать все воздействия, все подключки и все программы, а также все последствия. По принципу, колдуны должны забирать то, что принесли в пространство человека. Пусть забирает себе. Карму никто не отменял. По принципу Творца каждый творец должен испытать на себе плоды своего творения. Угу. Давай на счет 3. Юля отдаст абсолютно все, что на нее навесила известная нам персона. 1, 2, 3. Получилось? Да, получается, я вижу, как она стягивает вот эти какие-то нитки, тянет к себе туда в портал. Юля выходит отсюда, а ее вот эти фрактальные цветы распространяются по ее пространству. Вытолкнулась подключка с головы. Я говорю, чтобы она распространяла этот свет вокруг себя по всем своим пространствам, выталкивала все, отсекала все от себя и отправляла все вместе с этими антивирусными программами по системе этих подключек туда, откуда это все пришло. Угу. Я вижу, как все уходит. Я говорю, чтобы Юля поднималась в более высокие пространства, а это пространство оставляла здесь, закрывала его, отсекала все подключки, все программы, все энергии, которые ей не принадлежат, пусть она оставляет в тех порталах, отсекает от себя, выталкивает
Вот, шандарахнуть нужно. Я говорю, на раз, два, три сделай такой энергетический взрыв, чтобы все эти энергии чужеродные взорвались, чтобы сломались все программы, все компьютеры, которые участвовали в создании этих программ, до основания. Давай на Вот. счет 3. Она готова это сделать? Да. Хорошо. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Она это сделала. Я говорю, что она по системе этих подключек то же самое может разлить эту антивирусную программу. Пусть уходит туда, в нижние порталы, и все пусть цветет. Пусть эта энергия саморазрушает зло. Пусть все люди просыпаются и видят, тот, кто зло творит, чтобы увидел, что он творит, а кто добро, чтобы очищался, еще больше светил, еще больше освобождался. Она все это вытолкнула вот так в сектор интерферентов, и оно уходит и с таким каким-то ревом диким, все заворачивается и закрывается этот портал. Я говорю Юле, чтобы она поднималась в верхнее пространство. И она поднимается, и я вижу, как она с детьми. Я говорю, чтобы она остановилась в безопасном месте, чтобы она передала информацию о своем освобождении дочке и сыну. Сначала с дочкой поработаем. Идет какое-то воздействие, как будто бы дочка закрыта, как будто бы ее нет. Вот идет какое-то стирание памяти. Это как раз то, что они боятся. Они боятся, чтобы люди пробудились и пробудили эту же животворящую энергию. Не получится, это наше пространство. Я вижу, как Юля передает информацию дочери, и она с этой стороны начинает как будто бы таять. Буквально, то есть вот это лед, как будто бы она льдом была покрыта, а от этой информации начинает таять. Она растаяла, и сразу полетела, она была как бы отдельно от нее. То есть воздействие было таким образом, что дочь вышла, ну и сын тоже, с ее пространства. То есть они как разделяй и властвуй. Ну правильно, напасть на одного, добить, потом на второго войны проводить, то с цельнозором, то с... и так дальше. То есть разбить всех, раздробить и пожрать по одному не выйдет. Хорошо. Вика, слушай, отсоединись от этой ситуации. У Юли 2 сына. Сейчас ты получишь ответ на вопрос, почему ты считала, что это дочка. 1, 2, 3. Сначала сеанса мне пришло, что это сын. 2 сына, а это дочь. Почему? Я так услышала. Это темные как-то затирают имя и вообще информацию? А как имя меньшего сына? Я вообще никаких имен не слышу. Сейчас. Сейчас. Томас. Это младший сын Томас. Но я его вижу как девочку. Почему? Ты видишь как девочку. На счет 3 ты считаешь информацию. 1, 2, 3. Ну, потому что я вижу платье, платьице. Возможно, он был девочкой в прошлом воплощении. Ну, давай разберем эту тему. Давай разберем. Вот я его зову, говорю, что он может с нами пообщаться, если он хочет. Да, он просит разрешения у мамы и выходит. Я говорю, что это его платье. Он говорит, да.
А я ну, спрашиваю, был ли он девочкой в прошлом воплощении, женщиной? Он говорит, да. А я говорю, а в этом воплощении тебе нравится быть мальчиком? Он говорит, нет. А я говорю, ну ты же мальчик. Говорю, ты же мужественный. Посмотри, вот, например, видишь Тарас, какой мужественный с мечом стоит. Говорю, ты хочешь быть его помощником? А он на меня показывает, что я тоже такая же. А я говорю, ты будешь мужественность в себе воспитывать? Зачем тебе это платье? Девочка, то есть, когда ты же должен испытать все формы бытия. В прошлом воплощении ты был женщиной и должен был научиться быть женщиной, выполнять роль женщины. А в этом твоя миссия – научиться быть мужчиной, выполнять роль мужчины. Но я спрашиваю, готов ли он, а он говорит, да. Он берет и как будто бы ножницами режет это платье. И я вижу, что это воздействие идет от интерферентов, потому что он туда запихивает это порезанное платье. Мгм. Я говорю, чтобы он наполнился этими животворящими энергиями, которые самопроизводят и структурируют пространство, приближая наше вот это пространство к тому идеальному миру, которое было раньше, до прихода зла. И пусть он вместе с этим платьем передаст в этот портал эту информацию. Мгм. Он туда положил, как будто бы вот этот портал закрыл, завязал и отправил туда. Но дело в том, да, оно ушло. Что интересно, я четко слышала, что это дочь. Мгм. Четко слышала, что это дочь. Мгм. Хорошо, но мы с этой ситуацией разобрались. Хорошо, Да. хорошо. Так, второй сын, как он выглядит? Пусть Юлия передаст ему информацию о своем освобождении. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Ну, я вижу, что он тоже как будто бы находится очень близко к сектору интерферентов. Программ нет, то есть программ контракта, имею в виду, нет. Но воздействие идет. Но не такое, как у нее было. То есть идет воздействие как бы с нижнего портала, вот от сектора интерферентов. То есть идет не подключка, идет воздействие. Мгм. И он тоже такой, как замороженный. То есть как будто бы льдом покрыт. Мгм. Я говорю Юлии, чтобы она передала ему информацию о своем освобождении. Но я вижу, что у нее такая к нему есть злость. Вот, и он это тоже чувствует. То есть она должна понять, что все энергии, вот все роли в семье распределены, если не освободиться всем. Чтобы выйти из круга вот этих отношений, нужно разорвать этот порочный круг. Кто-то кого-то обижает, кто-то кому-то подчиняется, кто-то кого-то успокаивает. То есть вот эти роли негативные нужно прекратить исполнять и научиться научить всех быть равноправными, равноценными. Никто никому не служит носовым платком. То есть я говорю Юле, хочет ли она избавиться от тех энергий, чтобы сейчас же разрубить этот порочный круг.
она выбрасывает эти энергии в портал, и они уходят в нижний портал тоже туда, как бы в сектор интерферента, в ту сторону. Мгм. Вот, а он говорит, ну вот видишь, мама, и она передает ему информацию, и он тоже начинает таять. Его энергосфера очищается, он начинает подниматься. Вот Мгм. этот лед уходит, и у него подключка, жесткая подключка идет в нижний портал. Так, Вика, у нас уже времени нету. Давай это все чуть-чуть быстрее сделаем. Да, да, я говорю, чтобы он отсекал это. Это Мгм. компьютерные зависимости, он должен с этим разобраться, да. Но сейчас он, кроме этого, он как бы чист. Но вот это эгрегор очень жесткий. Там нужно работать, возможно, с психологом. У нас есть девочка-психолог. Я не Вика, знаю. на счет 3 тебе придет информация. Есть ли у него подключка к какому-то мужчине-колдуну? 1, 2, 3. Может, мы на это завтра посмотрим? Хорошо, хорошо, давай. Давай договоримся на завтра. Потому что это нужно расследовать. Что-то я вижу, но Хорошо. это не Все, работа. Куда отсоединись должны от информации, уходить? от ситуации этой. Да, да. Так, давай посмотрим на эфирное тело Миланы, как она сейчас выглядит. На счет 3 ты ее найдешь. 1, 2, 3. У нее нет подключек, хорошая энергосфера. Вот эти новые наши энергии. Угу. Ну, не наши энергии, а я имею в виду нашей Вселенной энергии. Да, первоначальная вселенная. Да, то, что мы Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Давай в эфирном пространстве найдем эфирное тело Юлии и посмотрим, как выглядит она. На счет 3 ты ее найдешь. 1, 2, 3. У Юли еще что-то есть, нужно еще работать. Есть что-то вот с правой стороны вот здесь. С Мы это левой можем... стороны. Нет, это другое что-то. То есть это просто вышло что-то совершенно другое. Угу. Мы То это есть, можем сделать сейчас или нужен отдельный сеанс? но это не подключка ни к чему, это какой-то блок. Это нужно прорабатывать отдельно. Вот. И там я вижу, вот как-то информация идет о том, что у нее какая-то общая проблема, какой-то вопрос общий с ее старшим сыном. Что-то там завязано на чем-то. Что это неспроста, то есть вот его поведение, то есть нужно проработать вот эту какую-то, возможно, древо, вот это генетическое древо, какие-то там кармические завязки, что-то там нечисто. Угу. Мы это сделаем в следующий раз. У нас уже Да, время ушло да, намного больше. сейчас нет времени, к сожалению, да. Угу. Хорошо. Найди эфирное тело Миланы, на счет 3 ты ее найдешь. 1, 2, 3. И спроси Да, у нее, все ли мы сделали, что должны были сделать в этом сеансе для нее. да, она говорит да, но она еще показывает на дочь и на внуков. Ну, мы договариваемся, что если они захотят, мы сможем с ними поработать. Угу. Да.
Хорошо. Спроси у нее, мы можем завершить сеанс? Да. Хорошо. Тогда попрощайся с ней. Мгм. Проверь пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, все чисто. Хорошо. Мы можем выходить? Да. Хорошо. Тогда я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Будешь чувствовать себя отдохнувшей, будешь чувствовать себя превосходно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Прости, но времени намного больше заняло. Да. Ничего. Да, ну мы, потому что нас двое, Да. даже четверо. Ну, получается, что вот все, что приобретено, это от Елены. М? К сожалению. Потому что так же было все почищено, как нам казалось, что Да, оно было. все было почищено, ничего нет. Дело в том, что эта матрица очень хитро, она, то есть никто не подписывал контракт на самом деле. Это вопрос такой, знаете, висит в воздухе, можно сказать, потому что на самом деле никто не подписывал контракт ну, я имею в виду с клиентов, да? Ее соглашение – это отдельная тема. Мы разбираем, как это работает по отношению именно к вам. То есть в тот момент, когда заказали сеанс, было типа соглашение, что вы согласны как бы слиться с ее энергиями. То есть это было связано с ее какими-то соглашениями, с этими сущностями. Каким образом она это сделала, история об этом умалчивает. Ну, хотя это не интересует. Хотя все знают, кто хочет знать. Информация на самом деле в открытом доступе, в эфирном, все считывается очень просто и легко. И каждый это считает, кто хочет. И не было... Я чувствовала эти присутствия каких-то энергий. Я видела, но и несколько раз, на нескольких сеансах я говорила, от чего-то люди... Меня очень тревожило, почему люди не освобождаются до конца. Но никто из них не хотел от этого избавляться. Почему? Это психологический процесс. Человек верил и думал, что это хорошо. Вот и все. А мы же не вмешиваемся в пространство других. Каждый убирает то, что ему кажется, ну, что он думает, что ему не нужно, что оно ему мешает, то, что плохо. А то, что хорошо, человек оставляет себе. Ну,